Динара Швец никак не могла собраться утром на работу. Постоянный стресс сказывался дома, она опаздывала, забывала нужные вещи, путала даты. Ее сын Саша привык к этому и даже подшучивал: «Мам, ты опять встала не с той ноги». Сначала чуть не жгла квартиру, потом чуть не отравила меня завтраком. А теперь вместо туши для ресниц чуть в глаз не пустила тушь для принтера. Динара виновато улыбалась: «Прости, сынок, работа сегодня совсем замучила. Пациенты один сложнее другого». Она работала гинекологом в частной клинике. Казалось бы, медицина должна быть гуманной сферой. Но на деле это был настоящий бизнес со своими правилами. «Не переживай, мам, я все понимаю», — серьезно кивнул Саша. «Ты же делаешь благое дело, помогаешь людям. Я тобой горжусь». Динара растрогалась и крепко обняла сына. Он был ее единственной опорой в жизни. В детстве Динара даже не мечтала стать врачом. Ее мать была продавщицей на рынке, отца она не знала. Но мама настояла, чтобы дочь пошла учиться на медика: «Ты вырвешься из нищеты, в отличие от меня». И Динара послушалась. Она блестяще окончила институт, вышла замуж, родила сына. Но муж вскоре ушел к другой, забыв о семье. История повторяется, как в жизни мамы, с грустью думала Динара. Но она не сломалась, устроилась в престижную клинику, купила квартиру в ипотеку. Мечтала открыть собственный женский медцентр. В тот день Динара еле успела на работу. У клиники ее ждал сюрприз: сломалась машина. «Ну все, последняя капля», — воскликнула она. Неожиданно рядом остановился джип, из которого вышел ее бывший возлюбленный Кирилл. «Привет, Дина. 100 лет не виделись», — сказал он. «Да уж, в прошлый раз мы расстались невесело», — усмехнулась Динара. Тогда Кирилл бросил ее ради другой и разбил сердце. Но Динара давно его простила. Она с радостью согласилась на предложение Кирилла подвезти ее и выпить кофе, чтобы наверстать упущенное. В уютном кафе Динара увидела на руке Кирилла обручальное кольцо, он все еще был женат. Но с удовольствием рассказывал о бизнес-успехах и научных конференциях в Европе. Динара кратко обрисовала свою жизнь, подчеркнув, что ее работа помогает женщинам стать матерями и особенная для нее. Кирилл подвез Динару домой и намекнул, что соседи могут судачить о красивой женщине с незнакомцем. «В моей жизни один мужчина, Савелий», — пошутила в ответ Динара, заинтриговав Кирилла. Дома Динара успокоилась после встречи и решила, что это было разово. Но когда Кирилл оплатил ремонт ее машины, она согласилась отблагодарить его ужином. Кирилл встретил Динару с огромным букетом ее любимых розовых роз и назвал «драгоценным сердцем», так он звал ее раньше. Это разбудило в Динаре давно забытые чувства. Ей захотелось вернуть утраченное женское счастье, и она решилась на небольшую ложь. «Я хочу тебя кое с кем познакомить», — сказала Динара, когда они встречались уже несколько недель, с Савелием. Ревниво спросил Кирилл: «Разве он не единственный мужчина в твоей жизни?» «Думаю, он тебе понравится», — загадочно улыбнулась Динара и попросила принести шоколадный торт. Так он точно придется по вкусу ее, знакомому. В тот вечер, когда Кирилл пришел в небольшую двухкомнатную квартиру Динары, он сразу все понял, сколько ему лет. Шепотом спросила Динара, когда ее сын Саша побежал на кухню положить принесенный гостем торт. «10», — ответила она и посмотрела Кириллу прямо в глаза. Тот побледнел, растрепал светлые волосы, такие же, как у мальчика. И очки в детстве Кирилл тоже носил, просто потом сделал операцию. У него не осталось сомнений. Перед ним его сын. С тех пор отношения Динары и Кирилла изменились. Мужчина стремился проводить с сыном как можно больше времени, компенсируя свое отсутствие в его жизни ранее.
Однако сказать Саше правду Динара категорически запретила: «Ты уже бросил нас однажды. Я не хочу рисковать, что ты бросишь и Сашу. Если ты действительно уйдешь от жены ради нас, тогда мы поговорим». Кирилл был очарован ею и сыном, поэтому готовился к разводу. Динара не чувствовала себя виноватой. В конце концов, она не заставляла его уходить из семьи. Ей казалось, что она заслужила счастье, которого ее лишили много лет назад. Ей было приятно видеть, как Кирилл дарит Саше дорогие подарки, играет с ним в футбол и катается на велосипеде. Глядя на счастливого сына, Динара верила, что поступает правильно. Однако в один рабочий день все изменилось. Динара была на приеме одна, коллеги ушли в отпуск, к концу дня она сильно устала. Ее согревала мысль о выходных с Кириллом и Сашей. Вдруг в дверь постучали. Динара оторвалась от карты очередной пациентки и увидела хрупкую девочку лет 10, по имени Кристина. «На самом деле меня зовут не Кристина», — призналась та. «Я попросила подругу записать меня к вам. Мне нужно поговорить». Динара почувствовала тревогу. Выяснилось, что отец девочки, которую звали Дашей, собирается бросить семью ради Динары. «Пожалуйста, не забирайте его. Я очень люблю папу», — умоляла Даша. «С тех пор, как появились вы, он меня совсем не замечает. Не рушьте мою семью. Я хочу, чтобы папа с мамой снова были вместе». Глядя в заплаканные глаза ребенка, Динара поняла. Она не может строить счастье на чужих слезах и горе. «Мы с твоим папой просто друзья», — соврала Динара. «Он мне не изменял. Все кончилось, правда?» Динара долго успокаивала девочку, пообещав больше не видеться с ее отцом. Главное, она твердо решила не разрушать чужую семью и не причинять страдания ребенку. В тот же вечер Динара разорвала отношения с Кириллом. Она солгала, что Саша не его сын, что это ребенок от случайной связи. Кирилл умолял ее, клялся в любви, но Динара была непреклонна. Она не могла стать причиной чужого горя, какой бы ценой ей это ни досталось. Так Динара вновь осталась одна со своим любимым сыном Сашей. Но ненадолго, вскоре ее машина сломалась по дороге за город, и на помощь пришел Руслан, мужчина, который станет ее последней любовью. Динара с теплотой вспоминала эту поломку как стрелу судьбы, попавшую в цель и принесшую ей настоящее счастье.